Почему? В Сирии Запад откровенно поддерживает террористов. Более того, демонизирует Башара Асада, фальсифицируя телевизионные новости. Пример – свежее признание репортера CNN Амбер Лайон, которое та сделала сирийскому агентству САНА. Меня заставляли фальсифицировать новости и исключать факты, неугодные администрации США, чтобы подготовить общественное мнение к военному вторжению в Сирию и Иран. Так, деталь. Правда, все равно страшно за последствия. Так, наиболее активные страны, те, что настаивают на снятии эмбарго о поставках оружия туда, а это Англия и Франция, похоже, уже начинают бояться собственной тени. Так, на этой неделе МВД Великобритании представила парламенту доклад, в котором утверждает, что сотни бойцов радикальных группировок Сирии, причем с паспортами Евросоюза, вскоре хлынут обратно, в том числе и Великобританию. Поскольку такие европейцы не умеют ничего, кроме как стрелять, резать и взрывать, то именно такими методами они будут устанавливать на территории Евросоюза справедливость, как она понимается ими в Сирии. Эксперты МВД Великобритании утверждают, что по возвращении родные террористы могут проникнуть в лаборатории и добыть биологическое оружие, например, некий боевой вирус. Так или иначе. А пока европейцы-террористы воюют в Сирии, они хорошие. Хорошие, когда убивают. Хорошие, когда взрывают храмы. Хорошие, когда устраивают провокации с химическим оружием. Из Сирии наш специальный корреспондент Анастасия Попова. Здесь можете доверять. Ситуация в Алеппо по-прежнему крайне сложная. Исторический центр города в руках боевиков. Они же хозяйничают и на окраинах, в районе аэропорта. Добраться до города можно только ночью и только на вертолете. Но и тогда никто не сможет гарантировать безопасность. Даже ночью боевики открывают по технике шквальный огонь. Аэропорт окружен боевиками с 3 сторон. 200 метров на восток, 800 на север и пара километров на запад. В самом городе, по словам губернатора, стало хуже. Алеппо наводнила Джабхат ан-Нусра. Но, по мнению военных, стало лучше. Ее выбивают на окраины экономической столицы. Пехотой использовать вертолеты запрещено. Семья Рамуди бежала из района Кафр-Дайль. Вспоминают, как туда пришли боевики из Нусры, мужчин прогнали, а женщин оставили себе в качестве наложниц, как расплату за джихад. Семья укрылась в районе Хан-эль-Асль и уже здесь потеряла 3, когда с той стороны выпустили ракету. Все случилось очень неожиданно. Прилетела ракета, и все побежали туда. И папа тоже. Он отравился ядом и умер. О том, что это был не просто снаряд, люди не знали, но сразу заметили странности. В этот раз был очень резкий запах и дым другого цвета. Вся земля вокруг после взрыва окрасилась. С момента падения ракеты с химическим зарядом в районе Хан-эль-Асль прошла почти неделя, но здесь по-прежнему опасно находиться без специальной защиты. Снаряд выпустили с той стороны, и он взорвался здесь. Вокруг только жилые дома и мечеть. Большинство погибли позже, уже в больнице, от удушья. Смертельную дозу отравляющего вещества получили и животные, которыми усыпаны улицы Хан-эль-Асль. Мы впервые сталкиваемся с такими ранениями. Это сильный ожог дыхательных путей, люди отхаркивали кровь, нескольким понадобились кислородные маски. Причина – вдыхание химического материала. Какого, предстоит уточнить. Ожог дыхательных путей может вызвать хлор. Он же вызывает отек легких, и человек задыхается. Пары хлора тяжелее воздуха, поэтому они остаются у земли и сразу не рассеиваются. Это вещество можно создать кустарным способом из обычной поваренной соли. Если это был хлор, то, скорее всего, его взяли на сирийско-болгарском заводе в 40 километрах от Алеппо. Фабрика, где изготавливают химикаты для очистки воды, уже долгое время в руках Джабхат ан-Нусры. Губернатор провинции вынужден покупать у них продукцию фабрики по цене в разы дороже реальной стоимости. Я помогала раненым, а потом мне самой стало плохо. Было тяжело дышать, жгло нос и болели глаза. Ранения действительно необычные. Вот кадры из больницы. Человек не может устоять на ногах. Похоже на воздействие другого, более опасного газа – зарин. Зарин влияет на центральную нервную систему, на мозг. Человек не может ходить, теряет стабильность, перестает ориентироваться в пространстве, его шатает. Этот газ не сделать в домашних условиях. Следы его появления в руках боевиков уводят на заводы в Турцию. На нескольких роликах в интернете, где они угрожают использовать химическое оружие против сирийцев, видны надписи на турецком языке. Детей-то за что? В чем наши дети виноваты?
У детей здесь целая коллекция упавших на район самодельных снарядов. На вопрос, кто стреляет, отвечают сразу – боевики. В ответ на появление нашей съемочной группы из соседнего района снова прозвучали выстрелы. Дети, похоронившие отца и почти привыкшие ко всем ужасам войны, в этот раз даже не моргнули. Анастасия Попова, Михаил Виткин. Вести недели. Алеппо, Сирия.